Привет, друзья! Сегодня новости Европы снова в центре внимания. События пришли сразу с 3 континентов. Пока немецкие автогиганты Volkswagen и BMW укрепляют позиции в Европе, Tesla неожиданно уступает позиции, и аналитики уже обсуждают возможную смену технологического лидерства. Одновременно из Индии пришел сигнал, который может перекроить мировую нефтяную карту. Крупнейшие переработчики временно уменьшают закупки российской нефти, и теперь аналитики обсуждают, кто же может занять освободившийся объем. А в Китае новые тревожные данные: промышленный индекс падает ниже 50 пунктов, и это уже 7-й месяц подряд. Экономисты предупреждают, последствия могут повлиять и на Европу. Тем временем в Германии канцлер Фридрих Мерц ведет интенсивные переговоры с Соединенными Штатами Америки по вопросу дочерней компании Роснефть Германия. Решение нужно запустить в ближайшие месяцы, и от него будет зависеть стабильность поставок топлива. И это только начало. Впереди рекорд Nvidia, стагнация ВВП Германии и новая борьба за экономическое лидерство. Подписывайтесь, чтобы не пропустить главные события последнего часа. Итак, европейский рынок автомобилей демонстрирует рост. В сентябре продажи новых машин в Европейском Союзе увеличились почти на 10%. Особенно выиграли производители из Германии, такие бренды как Volkswagen и BMW. Сумели все-таки нарастить долю на рынке, особенно в сегменте подзаряжаемых гибридов, спрос на которые в Европейском Союзе вырос на 65%. В то же время американская компания Tesla столкнулась с серьезными проблемами. Ее продажи в Европе резко сократились, что стало серьезным сигналом для рынка электромобилей. Эксперты связывают успех немецких автокомпаний с их стратегией. Они активно переходят на гибридные технологии и удерживают позиции в ключевых рынках. Падение Tesla становится тем отражением усиленной конкуренции и изменений предпочтений европейских потребителей. Рост рынка дает импульс всей отрасли. Это шанс для восстановления после кризиса, вызванного недавними проблемами цепочек поставок и европейскими ограничениями. Однако он ставит перед производителями задачу сохранить эту динамику роста и адаптироваться к новым условиям. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Согласно данным последних торговых отчетов, индийские нефтеперерабатывающие заводы, внимание, почти полностью прекратили импорт сырой нефти из России. Это произошло после введения торговых ограничений со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки в отношении российских энергетических поставок. По оценкам аналитиков, отказ от российского сырья может заметно снизить поступление России от нефтяной торговли. Индия, напомню, одна из самых крупнейших стран-импортеров нефти, стала ключевым игроком в глобальной логистике энергоносителей. Отказ от российского сырья означает не просто уменьшение объемов закупок, но и смену торговых маршрутов. Эксперты уже подчеркивают, подобные изменения создают дополнительное давление на российскую нефтяную отрасль и влияет на общий баланс мирового нефтяного рынка. Новые обстоятельства приводят к тому, что Европа и Соединенные Штаты Америки и та же Индия действуют совместно, применяя экономические меры. Последствия подобного отказа от российского сырья могут оказаться долгосрочными как для добывающих стран, так и для глобальных цепочек поставок нефти. Следующая новость одна из самых важных для экономики. В Китае индикатор деловой активности в промышленности, внимание, упал до 49 пунктов. Это минимум за последние 6 месяцев. Значение ниже 50 пунктов, напомню, показывает, что сектор производственной промышленности сокращается, а не растет. Такое снижение отмечается уже 7-й месяц подряд. В сентябре показатель составил, как я сказал, 49% после 49,8% в предыдущем месяце, говорится в данных Государственного статистического управления КНР. Аналитики связывают эту тенденцию с замедлением именно внутреннего спроса в Китае, давлением на экспорт и структурными сдвигами в экономике. Это усиливает риск того, что китайская промышленность может продолжать свой спад, несмотря на усилия правительства по стимулированию роста. Сокращение промышленной активности в Китае имеет значение не только для самой страны. Из-за глобальных всех взаимосвязей, логистики и цепочек поставок этот процесс может затронуть и европейские отрасли, ориентированные на китайский рынок. Следующая новость вызывает обеспокоенность у правительства Фридриха Мерца. Соединенные Штаты Америки поставили правительству Германии срок в 6 месяцев для урегулирования прав собственности на немецкую дочернюю компанию нефтяного концерна
Роснефть. Американская администрация рассматривает возможность временной отсрочки санкций в отношении именно этой компании при условии, что к концу установленного срока структура владения будет изменена. Напомню, что под дочерней компанией Роснефть Германия находятся ключевые российско-германские проекты, включая НПЗ в Швете, на долю которого приходится около 12% всей немецкой переработки нефти. Правительство Германии взяло на себя управление компанией после введения санкций и пока остается под контролем доверительного управляющего. Канцлер Фридрих Мерц и министр экономики Катарина Райхе ведут сегодня переговоры с Вашингтоном, чтобы добиться исключения этой дочерней компании из санкционного списка. В Соединенных Штатах Америки отмечают, что временная лицензия возможна, однако ее продление будет зависеть от представления отчета о смене владельцев. Эта ситуация создает вопросы относительно стабильности поставок топлива в северо-восточной Германии и требует согласованного решения. И это только начало. Американская компания NVIDIA становится первой фирмой в истории с рыночной капитализацией, внимание, порядка 5 триллионов долларов. Это беспрецедентный рекорд в секторе технологий. По закрытию торгов ее акции оценивались в $207,4 за акцию при 24,3 миллиарда обращающихся акций, что позволило достичь оценки в 5,3 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП таких крупных экономик, как Индия или та же Великобритания. Ключевым фактором стремительного роста стала роль NVIDIA в развитии искусственного интеллекта и производстве чипов, необходимых для обучения и работы крупномасштабных моделей. Консорциумы по разработке искусственного интеллекта по всему миру активно закупают продукцию компании. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сказал, что компания от чипового производителя превращается в создателя целой индустрии. Эксперты отмечают, если спрос на сервисы и графические процессоры продолжит расти, лидерство NVIDIA подтвердится устойчивыми технологическими изменениями. Для инвесторов рекорд компании становится сигналом, технологический сектор снова в центре внимания, а спрос на чипы с искусственным интеллектом обеспечит дальнейший рост. Однако аналитики отмечают, крупные оценки могут сопровождаться корректировками и усилением конкуренции. А дальше еще интереснее. Экономика Германии за третий квартал, внимание, осталась на месте. ВВП не показал роста по сравнению с предыдущим кварталом. 0%. Улучшения не произошло, хотя в первом полугодии отмечался рост. Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, причиной стагнации стали падающий экспорт и слабый внутренний спрос. Производство и потребление остаются вяло развивающимся, инвестиции в оборудование чуть выросли, но спад в экспорте не удалось компенсировать. Отрасли, ориентированные на внешние рынки, как машиностроение и химия, зафиксировали снижение заказов. Эксперты отмечают, что Германия отстает от других крупных экономик Европы, которые показали умеренный рост за тот же период. Правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца представило первый значимый экономический отчет. Несмотря на обещания стимулов и инфраструктурные вложения, эффект пока не виден. Министерство экономики уже заявили, что рост, очевидно, отложится. Для восстановления нужна не только финансовая поддержка, но и структурная реформа всей промышленности, цифровой трансформации и торговли. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.